Друзья, по вашим многочисленным просьбам сегодня рассмотрим две функции плагина Alpaca, которые я опустил в прошлом видео. Это функция Fill и функция Transfer. Я не зря их опустил в прошлый раз, так как качество реализации, например, функции Fill оставляет желать лучшего, но тем не менее, этот плагин вызвал у вас большой интерес. И в связи с этим, поехали! Для того, чтобы начать, давай сгенерируем что-то через функцию Imaging. Если что, у меня размер холста 1920 на 1080. Нажимаем Ctrl-A, заходим в Alpaca, заходим во вкладку Imaging, и ты можешь нажать на кубик или ввести сюда любой запрос. У меня вот такой. Нажимаем Generate. Вот результаты. Выбираем один из результатов. Давай, например, выберем вот этот. На серединку нажимаем, нас сюда перекидывает. Вот такая иллюстрация у нас. Теперь инструментом прямоугольная область выдели любую часть полученного изображения и выбери вкладку Fill. Если открыть вкладку Fill Settings, то мы увидим, что можно выбрать два режима работы данной функции. Первый — это Entire Selection, так называемая перерисовка или изменение части изображения. Вторая — Transparency, расширение изображения. Выбираем перерисовка и вводим в поле описание того, что мы хотим нарисовать. Ну, например, замок. Castle. Вот варианты. Ну, например, этот выбираем, да? А теперь нажмем Ctrl-D, чтобы снять выделение. И приблизим. И что мы видим? Вы видите, какие границы жесткие здесь? Вы сами все видите. То есть мы видим границы генерируемой области. Кто-то скажет, что это можно легко исправить. Соглашусь, но эта функция имела бы очень большой вес, если бы мы ни разу не пользовались функцией Generative Fill от Adobe. Возможно, в дальнейшем эту функцию допилят и исправят косяки, но пока имеем, что имеем. Причем на каком-то абстрактном фоне этого практически незаметно, а на реальной фотографии будет очень видно. Давай воспользуемся режимом расширения изображения. С помощью инструмента рамка расширь область холста. Если твой холст слишком большой, то делай заливку по частям. Выбираем Transparency. Сотри все, что было у тебя в поле команд. Нажимай Generate. Ну и если приблизить результат, то без слов. Вы сами все видите. Теперь самая странная, на мой взгляд, функция – трансфер. На официальном сайте Alpaca о этой функции написано следующее.
Перенос позволяет изменять существующие изображения, используя текстовую подсказку в качестве элемента управления. Передача управляется двумя входами: текстовая подсказка и эталонное изображение. Базовое изображение будет определять общую форму и основную цветовую палитру, хотя в зависимости от параметра Transfer Strange Alpaca будет более или менее свободно изменять форму. Текстовую подсказку можно использовать для изменения художественного стиля, силуэта и затемнения освещения эталонного изображения. Обычно трансфер сохраняет близкую к исходной цветовую палитру. Теперь давай проверим. Выдели область на изображении. Введи какой-нибудь запрос, например, Киберпанк. Transfer Strange поставь 0.1. Как видишь, изменений нет. Теперь поставь Transfer Strange на единицу. Как видишь, картинка полностью поменялась. А теперь поставь 0.6. Вот теперь результат интересный. Цветовая палитра осталась той же, но контекст мягко изменился в сторону нашего запроса. Вот так действует эта функция. Давай прочитаем, что написано на сайте по поводу эталонного изображения. Вы также можете управлять Imaging, используя существующие изображения в качестве шаблона, также известного как эталонное изображение. На данный момент мы поддерживаем 4 типа ссылок. Поза. Извлекает конкретную позу персонажа из эталонного изображения для создания новых изображений персонажей в идентичных позах. Глубина сохраняет пространственное расположение или композицию эталонного изображения во вновь создаваемых изображениях. Жесткие края и мягкие края соответствуют резким границам или мягким границам или краям, обнаруженным в эталонном изображении, в сгенерированных изображениях. Посмотрим на действие этой настройки всего на одном примере – поза. Для этого давай сгенерируем любое изображение с человеком в полный рост, например, такой запрос. Теперь открываем ссылку Transfer, пишем Cyberpunk, активируем настройку Reference Image, выбираем Pose и, то есть позу, и Transfer Strange увеличиваем для наглядности. Так эффект от нашего запроса Cyberpunk будет сильнее. Мы видим, что поза, да и вообще позы людей сохранились. Я не знаю, для каких целей можно использовать конкретно эту функцию, кроме как побаловаться. Напишите в комментариях, как вы видите повседневное использование этих функций. Резюмируя, можно сказать следующее. Все функции Alpaca мы уже видели в том или ином виде в стабильной диффузии. Просто Alpaca их назвала по-своему и сделала возможным работу прямо из оболочки Photoshop. За что ей большое спасибо. На этом все. С вами был Юджин из GraphicOr. Если ты впервые у меня в гостях, то не забудь подписаться и поддержать развитие канала. Все ссылки в описании. Увидимся!